Приветствую всех на канале «Все получается вкусно» и с вами Галина. И сегодня расскажу вам, как правильно и быстро приготовить начинку из фарша для пирогов, пирожков, блинов, макарон по-флотски. Чтобы фарш был рассыпчатым и не надо было долго стоять и разбивать его на сковородке на мелкие кусочки. Для пирога я взяла полкило фарша, теперь ложкой просто его укладываю в один слой и заливаю кипятком. Вот так, чтобы вода покрывала весь фарш. И тут же быстро размешиваю ложкой. И посмотрите, белок сворачивается, и все крупинки разъединяются. И фарш становится рассыпчатым. Теперь беру другую чашку с мелким ситом и переливаю туда фарш. Ложкой слегка размешиваю, сильно не нужно его процеживать, потому что влага нам нужна, мы будем поджаривать фарш. И посмотрите, сколько крови вышло с фарша. Она нам абсолютно не нужна. Выливаем ее в раковину. И теперь можно готовить начинку. На сковородку наливаю масло, высыпаю одну порезанную луковицу и обжариваю до слегка золотистого цвета. К обжаренному луку добавляю фарш. Посмотрите, какой он рассыпчатый. Перемешиваю его с луком. И теперь абсолютно не надо стоять и вот так тыкать его, разбивать комочки, которые до конца-то не разбиваются и остаются все равно слипшиеся кусочки. Обжариваю фарш, пока не испарится влага. Но всю влагу не надо испарять, немножко пусть останется, чтобы наша начинка была сочная. Фарш уже готов, и теперь можно добавлять любые ваши любимые специи. Я кладу соль по вкусу и перец. И фарш готов, теперь нужно переложить ее в миску и дать хорошо остыть. А пока приготовим тесто. В миску наливаю 250 мл теплого кефира и 100 грамм сметаны. Затем добавляю 2 средних яйца. И теперь нужно все слегка перемешать. Затем в сито насыпаю половину муки и 2 чайные ложки разрыхлителя. Всего муки сюда уходит 250 грамм. Теперь размешиваю и добавляю чайную ложку соли и высыпаю вторую половину муки. И теперь вымешиваю тесто. Затем вливаю 100 мл растительного масла. И все перемешиваю. И тесто готово. Вот такое тесто должно получиться. Я взяла разъемную форму для запекания, застелила пергаментной бумагой. У меня форма большая, 26 сантиметров, потому что такие пироги я люблю тонкие. А вы, если любите высокие пироги, где больше теста, то берите поменьше формы, 20 или 22 сантиметра. Дно формы смазываю слегка растительным маслом. И теперь тесто визуально делю пополам и выливаю половину теста в форму. И затем лопаткой распределяю по всему противню, а затем можно его так потрусить и понаклонять в разные стороны, и тесто само распределится везде, как ему нужно. И теперь ложкой набираю начинку и высыпаю на пирог. Ничего придавливать не нужно. Затем лопаткой, еле касаясь, распределяю, чтобы было все ровно. И сверху выливаю вторую половину теста до самой капли. Все с краев чашки нужно сюда вылить. И лопаткой аккуратно размазываю тесто. Затем беру один желток, вилкой его размешиваю и выливаю поверх пирога. И затем кисточкой осторожно размазываю весь пирог и посыпаю кунжутом. Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45-50 минут. Смотрите по своей духовке. Ну вот, пирог и готов. Посмотрите, какой он румяный и красивый. Я его уже немножко остудила, и теперь можно нарезать и пробовать. Посмотрите, какой он в серединке. Мало теста, много начинки. Ой, все то, что мы любим. Сейчас я его попробую. Друзья мои, ну это просто божественный пирог. Попробуйте, вы будете готовить его постоянно. Посмотрите, какой он нежный. Ой, это просто прелесть. Оторваться от такого пирога невозможно. Готовьте своим родным, они будут просто в восторге.
Но если понравился мой рецепт, не забудьте подписаться и поделиться этим видео со своими друзьями. Всего вам доброго, удачи на кухне, до новых вкусных встреч. Пока-пока.